Вы знали, что сыворотка помогает получить шикарный хлеб, даже если у вас очень слабая мука? В стакане сыворотки содержится почти 2 грамма белка. Хлеб на сыворотке получается красивой, золотистой корочкой, белоснежным, мягким мякишем. Однако тесто на сыворотке ведет себя немного по-другому, чем тесто на воде, и у него есть свои особенности. Как всегда, сегодня я с вами поделюсь всеми подробностями так, чтобы и у вас тоже получилось. Все ингредиенты для сегодняшнего рецепта вы сейчас видите на экране, они также есть всегда в описании под видео, и начнем с сыворотки. Сыворотки нам понадобится здесь 360 грамм, она у меня здесь теплая, свежая. Температура в комнате сейчас 23 градуса по Цельсию, чуть больше, и это около 74 по Фаренгейту. И давайте посмотрим сыворотку. Сыворотку я слегка подогрела. Температура сыворотки где-то 29 градусов по Цельсию или 84 по Фаренгейту. Для теста я вливаю 350 грамм сыворотки, хотя по рецепту идет 360. 10 грамм сыворотки я сохранила для того, чтобы потом развести соль. Нам также понадобится пшеничная закваска на пике 100% влажности. У меня закваска уже поднялась очень активно, я ее покормила вчера вечером и сегодня утром. И она очень активная и ароматная. Добавляем сюда всего лишь 50 грамм, по этому рецепту идет очень мало закваски, 50 грамм. Хорошая активная закваска никогда не будет иметь резкий кислый запах, и при попадании в жидкости она всегда плавает вот таким небольшим облаком над поверхностью этой жидкости. Вот так вот она плавает, прям видно, как она лежит сверху. Ну и, пожалуй, первая особенность – это то, что закваска не очень хорошо растворяется в сыворотке. Сыворотка тягучая, достаточно плотная жидкость, и придется поработать немножко вилкой, минутки 2, наверное. Полностью все равно закваска не растворяется, она плавает вот такими небольшими кусочками. В этом ничего страшного нет, оставляем как есть. Сюда же добавляем 500 грамм муки. Добавляю я муку свою, она у меня общего назначения. Белок здесь 11,7%. Муку здесь можно использовать либо высшего сорта, либо первого сорта. И смешиваем все ингредиенты вилкой до полного увлажнения муки. По этому рецепту используется совсем небольшое количество закваски, потому что закваска, попадая в сыворотку, начинает вести себя очень активно. Сыворотка является очень благоприятной средой для роста и активности закваски. Если вы впервые делаете тесто на закваске и на сыворотке, то рекомендуется обычно заменить всего лишь 50% от общего количества воды на сыворотку для большего контроля за ферментацией. Я же решила заменить всю воду на сыворотку. Это тесто получается очень хорошее тоже, не сильно прилипает к рукам, достаточно податливое и не сильно отличается от того, что я обычно готовлю на воде. Накрываю его крышкой и даем ему постоять при комнатной температуре примерно 30 минут. Комнатную температуру я уже свою показывала. Через 30 минут тесто не сильно прилипает к рукам, оно никак не изменилось внешне. Сюда же добавляем немного соли, здесь у меня 10 грамм. Добавляю ее, конечно, по весам. И сюда же добавляю оставшуюся сыворотку. 10 мл здесь осталось. И вмешиваем оставшуюся сыворотку и соль в тесто. Тесто уже на этом этапе выглядит совсем по-другому и совсем не так, как выглядело тесто с этой же мукой на воде. Оно очень эластичное, оно очень хорошо тянется. Очень приятное и прям видно, что более тягучее. И развею очередной миф. Обычно говорят, что тесто на сыворотке разваливается на куски, с ним очень тяжело работать, оно рыхлое и плохо тянется. Здесь скорее наоборот, тесто очень хорошо держит свою форму, тягучее и эластичное. Накрываем снова тесто крышкой и оставляем его постоять на 2 часа. Будем делать 4 растягивания каждые 30 минут. Благоприятная температура ферментации для этого теста 24-25 градусов по Цельсию или 77-75 по Фаренгейту. Сейчас тесто у меня постояло уже примерно 30 минут. Я достала его, оно внешне никак сильно не изменилось. Смачиваю руку водой и делаю растягивание. Вытягиваю конец теста, поднимаю высоко вверх, накидываю его сверху и поворачиваю одновременно чашку вокруг своей оси, и так несколько раз, до тех пор, пока тесто не перестанет тянуться. Собираем его снова в комочек, накрываем снова крышкой и оставляем на следующие 30 минут. И еще раз напомню, 4 раза делаем растягивание каждые 30 минут, поэтому тесто стоит в общей сложности 2 часа. Сейчас я вам показываю уже 4-е растягивание у меня. Тесто стало более мягкое, эластичное. Посмотрите, как хорошо оно тянется. Так сильно оно на воде у меня не тянулось. И вообще выглядит тесто более эластичным, более тягучим, более эластичным, чем тесто на воде с этой же мукой.
Накрываем тесто крышкой и оставляем его на общую ферментацию. Стоять оно у меня будет 3-4 часа или до тех пор, пока не поднимется примерно на 60%. Это тесто я ферментирую при более низких температурах 24-25 градусов по Цельсию именно потому, что процесс ферментации более ускоренный. Процесс ферментации идет быстрее при использовании сыворотки. Вот так тесто у меня выглядит через 4 часа. Уже можно видеть на поверхности вот такие пузыри. Это хороший знак. Газ внутри образовался, он хорошо там накопился и держится. Тесто заметно увеличилось в объеме и присыпаем хорошенечко стол мукой и выкладываем тесто на стол. Обратите внимание на поверхность. Сейчас тесто очень хорошо видны вот эти округлые, такие красивые, характерные дырочки. Это знак хорошей ферментации. Тесто на этой стадии липковатое, поэтому муку не жалейте, подсыпайте на стол достаточное количество. Сверху тесто очень липкое, поэтому пальцами подхватываем тесто как бы снизу, чтобы пальцами не трогать поверхность липкую. И накидываем края теста друг на друга с нахлестом. И затем сворачиваем нашу заготовочку в такой рулет. На данный момент мы делаем предформовку. Когда вы делаете предформовку, можно уже видеть, насколько мягкое получается тесто. Там огромное количество пузырей, и по мере подтягивания поверхности можно видеть, как эти пузыри поднимаются наверх. Предформовку закончили, я накрыла тесто чашкой и теперь подготовлю корзинку. Тесто будет у меня пока лежать 30 минут. Для корзинки я использую вот такую рисовую муку, это индийская мука, мне очень нравится. Немножко присыпаем корзинку, такая мука не прилипает и очень удобно для использования, особенно с жидким тестом или с липким тестом. Нужна буквально чайная ложечка, может быть даже половина чайной ложки этой муки. Хорошенечко просыпаем корзинку со всех сторон и отставляем ее пока в сторону. Тесто у меня уже полежало и отдохнуло, и посмотрите, как оно должно выглядеть. Поверхность этого теста блестящая и гладкая, и вся покрыта пузырями. Подхватываем тесто, подсыпаем снова муку и переворачиваем тесто вверх дном. Верхняя часть снова у нас получается липкая, а нижняя часть покрыта мукой. Снова подхватываем края теста и накидываем друг на друга с нахлестом, так как вот получается. Сильно прям тянуть не надо, но и сильно рыхло тоже делать не нужно. Вот сколько тянется, накрыли и сворачиваем снова рулетиком. Делаем это очень аккуратно, там очень много пузырей. Сильно их сдувать все не нужно, но если выскочили какие-то огромные пузыри, то их можно лопнуть. В процессе формирования, хотим мы того или нет, часть пузырей потеряется, в этом нет ничего страшного, по-прежнему внутри очень много воздуха и ферментация еще не закончена. Подхватываем наше тесто с помощью шпателя, очень удобно это делать металлическим шпателем, к нему меньше теста прилипает, и укладываем в корзинку швом вверх. На данный момент, если немного потрясти тесто, оно выглядит как желе. Со всех сторон дрожит, но при этом очень упругое и сохраняет свою форму. И, как я уже сказала, всегда есть возможность вернуться обратно, защипать снова все швы, которые разошлись, и лопнуть большие пузыри по необходимости. И, кстати, на начальном этапе, когда вы только смешиваете ингредиенты, такое тесто очень сильно пахнет кисломолочкой. Оно пахнет немного кефиром и немного таким запахом творога. Однако по мере ферментации, как время идет, этот запах уходит, и совершенно я уже ничего не почувствовала ближе к концу. Накрываем это тесто пленочкой, присыпала я его сначала мукой, чтобы пленка не прилипла, сверху накрываю пищевой пленкой и убираю в холодильник. Температура в холодильнике 4-5 градусов по Цельсию или 39-41 по Фаренгейту. Выпекать я свой хлеб буду вот в такой чугунной кастрюле. Она у меня хорошо работает, мне нравится в ней выпекать, очень хороший результат всегда. И разогревать я кастрюлю буду вместе с духовкой. Хлеб у меня простоял в холодильнике всю ночь, и вот так вот он сейчас выглядит. В холодильнике он практически не поднялся. Духовку я свою поставила на разогрев на 230 градусов по Цельсию или 450 по Фаренгейту вместе с кастрюлей, и она у меня уже практически нагрета. Хлеб я достала, он только что из холодильника, очень холодный, разогревать его не надо. И мы делаем надрез. Надрез всегда делаем по косой линии от одного края хлеба до другого и достаточно глубокий. Глубина разреза примерно около 1 сантиметра. Все, кастрюля моя нагрелась, хлеб я перекладываю в кастрюлю и сверху я всегда его сбрызгиваю для дополнительного пара водой. Накрываем кастрюлю крышкой, и выпекался у меня хлеб при температуре 230 градусов по Цельсию или 450 по Фаренгейту 30 минут с крышкой. Затем температуру я понизила на 210 градусов по Цельсию или 410 по Фаренгейту и допекала еще 10-15 минут. Вот такой красавец у меня получился, я его уже вынула из кастрюли, посмотрите, какой он красивый.
Он очень хорошо раскрылся, у него шикарный гребень получился, очень хорошая высота. Сверху у этого хлеба очень красивая тонкая хрустящая корочка. Смотрите, какой красавец. Давайте взвесим и посмотрим, сколько по граммам. По граммам получилось примерно 800, даже не примерно, 817 грамм. Ну и давайте разрежем и посмотрим, что внутри. Хлеб на сыворотке получается всегда очень ароматный, очень вкусный и похож на молочный хлеб. У него прекрасный ароматный такой белый мякиш, прям как будто он сделан на молоке. Очень красивый, воздушный и очень мягкий белый мякиш. Обычно на воде у хлеба получается более такой сероватый мякиш, у этого хлеба он действительно белый. Очень вкусный и очень ароматный. Ну и по работе с тестом и с этим хлебом, и то, как он выглядит, как он себя ведет, могу сказать, что было очень похоже, как будто белок в этой муке у меня был не 11,7, а где-то 12,5. На мой взгляд, результат отличный. Если у вас остались какие-то вопросы, я всегда отвечаю на все вопросы в комментариях.